Друзья, я очень благодарен тем, кто пришел на открытие выставки в Москве на Елоховском проезде. Я не ожидал, что так много придет народа и что так много друзей, тех, которые на одной волне со мной. Это то состояние, когда ничего говорить не нужно, когда все понятно с полуслова. Просто посмотришь в глаза друг другу, и возникает естественная радость от того, что вы просто смотрите друг другу в глаза, и больше ничего не нужно. Не нужно подводить к работам, показывать, вот это я написал, это вот о том-то, о чем-то. Вообще никто даже ничего не спрашивает. Это полнота общения в молчании. Ну, как, кстати, в сексе. Ты же не будешь говорить что-то, рассуждать. Ведь это состояние за пределами слов, так и здесь. Можно ничего друг другу не говорить, все сказано. Я ценю такие встречи больше всего. Я успел поснимать свои работы до того, как придут гости, чтобы вам показать тем, кто не может прийти на выставку в силу удаленности от Москвы. Я снимал не очень длительно и подробно, ну как бы так информативно. И обещаю вам, что не в одном ролике, но в каждом ролике последующем я буду немножечко показывать картинки с выставки. И поскольку картины все-таки нужно смотреть живьем, я надеюсь, что кто-то из вас прилетит, приедет из других мест. Если для вас это действительно важно. На выставке разыгрывались 2 моих этюда. Я продолжу эту тему и на следующих выставках. Мы очень тепло поговорили. Была поднята тема, которая меня действительно волнует. Был мой друг-коллекционер, который у меня много приобрел работ. И я его спросил при всех, что я сказал, что я трачу всю свою жизнь на то, чтобы писать. Это изучение, бесконечное улучшение того, что я умею, но как ты пришел к тому, что ты также чувствуешь, почти так же, на одной волне, так же, как я. Что ты для этого сделал? Это же усилие. И Игорь, его зовут Игорь, рассказал о том, что это тоже результат его жизни, его устремления, разговоров с художниками, его интерес, возникает страсть. Это было очень интересное общение. Я порисовал довольно острые шаржи на всех желающих. Я тоже буду вам потихонечку показывать, как это делалось. Все хохотали, было весело. Приезжайте на выставку. Она работает, кроме понедельника, ежедневно с 12 до 19 часов. Метро Бауманская, Елоховский проезд, дом 3, строение 1, 1-й этаж. Вход на открытие был свободный. В другие дни посещение будет стоить 200 рублей. И лучше бумажными деньгами, это удобнее. Игорь Гришин, 56. Интересно, картин столько же, как здесь серий на канале. Ну, серий сколько у нас там, 800, что ли, не помню. Я довольно плодовитый до картин, поэтому их значительно больше, чем серий на канале. И к бухгалтерии я никакого отношения не имею. Я не знаю, сколько я пишу, когда выезжаю на какие-то пленеры, не считаю никогда. И уж тем более мне не до счета, сколько я там наплодил. Поскольку я пишу, потому что не могу не писать. Это как дыхание. Оно просто происходит, я ничего для этого не делаю. Так и здесь. Вообще, настоящее не требует усилий. Заметьте. Ну, разве можно сказать, что музыкант, который играет на фортепиано, работает сильно? Да это для него какой-то поток настроения, волшебства. Пальчики сами играют. Для этого не нужно говорить, что указательный, сейчас ты нажми-ка туда, понимаешь, что тебе трудно, ну ты нажми все же, а? Денег заработаешь. Или давай-ка ты вот этот вот этюд увеличь. Сделай-ка вот работу настоящую. Заработаешь опять же, ну. Давай, ничего, сделаешь. Ничего не надо говорить, что тебе не хочется. Живопись — это не работа. Литератор пишет. Ну что это такое? Это кайф. Ну хорошо, мы же с вами вот яичницу жарим. Это что, работа, что ли? Ну если ты, конечно, у станка стоишь и жаришь этих яичниц изо дня в день по 1000 штук, это может превратиться в рутину. А для себя, для близких, это, мне кажется, передача хорошего настроения, не более. А что скажете?
Седов Борис. Вячеслав, поздравляю с новой выставкой. Спасибо. Как бы хотелось там побывать, но живу далеко, Дальний Восток. Приезжайте к нам на пленэр. Страна вечно зеленых помидор ждет вас. О, зеленый помидор. Интересно. Я красные люблю. Можно придумать, а может, зеленые вкусные. Кстати, зеленые же солят в банках. Недозрелые такие. Можно придумать интересный проект. Хорошо, давайте придумаем. Пишите мне на WhatsApp, звоните. И если будут желающие соберете на класс народ, и я прилечу. Вы ж не прилетаете. Ну и поработаем вместе, попишем помидоры. В Америку летал же несколько раз, а Дальний Восток, ну, также прилететь, наверное, даже ближе. Тамара Иванова, а можете что-то рассказать о свойствах сажи газовой? Многие художники против этой краски. Говорят, работы чернеют. Очень осторожно применять в смесях. Да чего ж от нее отказываться, от сажи газовой? Краска, она есть краска. Нельзя от нее отказываться. Ни от чего не надо отказываться. Можно все нагружать. И дело не в том, что у тебя там на палитре навалякано. У Цорна было всего 4. Но пусть их будет 5. В саже, кстати, он сажу какой-то там писал сажу. Он даже ультрамарин не использовал. И ничего, хватало. А тут такое разноблюдие сейчас. Чем больше палитра, тем проще делать замесы. Они же в голове возникают. Важно, чтобы добиться во время замеса того цвета, который формирует наш мозг. А мы, например, он не доформировал, мы не домесили, не доположили и думаем, пойдет, давай-ка я к нему привяжусь и дальше погоню. Потом опять и опять все это вот мимо все идет. Важно, хоть 100 раз ты его размешивай, пока ты не добьешься того, что видит твой мозг. Тогда клади в тарелку вот это дожаренное блюдье. Если оно не дожаренное, будет невкусно. Картошку ж сырую не станешь есть. Ее нужно дожарить, домесить замес. Мне вообще все равно. Сажа газовая, не газовая, керосиновая, бензиновая. Черная нужна, например, какой-то серый день, чтобы сделать тон какой-то, который мне видится. Я буду использовать, пока не добьюсь. Не будет черный, я замешу ультрамарин плюс, я не знаю, краплак или плюс Марс какой-нибудь коричневый. И добьюсь того тона, цвета, который мне видится. Вот это ключевая вещь. Настроить свой глаз, аппарат. Чем мы и занимаемся на классах живых и, естественно, на видеоуроках в моей школе. И забудете про все эти газовые, негазовые, бензиновые, все эти сажи. Главное, это задача научиться видеть. Я не вмешиваюсь в стиль художника, который у меня на классах работает. Мы только учимся видеть, замечать, различать. Это совершенно другой подход. Заходите в школу, посмотрите, что там есть. Я сделаю для примера анонс и покажу вам несколько работ с выставки. Я выпускаю в своей онлайн-школе новый урок. Он очень тонкий. Он на тонкие отношения. Прямо едва на почти неуловимые. В тоне почти бывают там очень близкие или похожие, но в цвете разные. И вы увидите, как это работает. И как путем как продвигаться в работе методично, спокойно, сравнивая, достигая точности в тоне и в цвете, вы увидите, что можно выходить победителем в этой неуловимости тональных связей. Так, и теперь берем такую кисточку помощнее и работаем по свету на асфальте. Все, в принципе, держится и сидит, но, может быть, чисто фактурно попробуем его усилить. Можно, используя природный мотив, добиться, точность сравнения дает результат. Вы в работе
сразу же, когда закладываете отношения, вот вы увидите, как исправляя, достигается точность отношений. Не только между двумя соседними тонами, но сравнивать приходится еще 3 тона или даже больше. Мне кажется, этот урок будет очень полезный. Посмотрите его. Как всегда, все видно. Видны замесы, палитра на экране этюд, в котором происходит работа, и мотив сам. В движении, причем. Вот он, живой. 3 составляющих в уроке. Посмотрите его внимательно и присылайте мне работы на разбор подобного типа на сложные тональные отношения. Ну вот такая хорошая новость.